Всем привет, дорогие друзья, это канал Smoky House, и сегодня хочу сделать небольшой обзор, как устранить скрип с компьютерного кресла и заодно обновить ему обшивку, и сделать более мягким. Какие инструменты нам понадобятся? Это степлер, получается, плоскогубцы, масленка, это чтобы устранить скрип, отвертка, чтобы разобрать, и ножницы, чтобы вырезать материал, получается, и сам поролон. Я взял небольшой кусочек материала, он идет с небольшим подкладом, и стул будет помягче. И взял еще дополнительно рулон поролона. Сам стул выглядит уже вот таким вот образом, он ужасен, и сейчас приступим к его обновке. Погнали! Для начала разбираем сам стул. Здесь ничего сложного нет. Нижняя часть. Эту часть мы достаем. И здесь, получается, нужно только открутить 4. Снимаем. Все, у нас есть две наших детали, с которыми мы будем работать. Теперь нам осталось только здесь снято. А эту мы, получается, отверткой поддеваем и достаем потихоньку. Все пластмасски мы сняли, получается, нам осталось только теперь снять обшивку. Можно это делать отверткой или просто руками отрывать. С одной части обшивку я уже снял, и вот каким образом у меня это происходило. Такой более удобный способ я сейчас подобрал, потому что руками она не больно отрывается. Просто брал плоскогубцы и накручивал материал. Вот так вот она отрывалась. Чистили вторую деталь, оторвали ткань, и тут очень много грязи на нем скопилось. Почищу и просушу, и уже затем продолжу дальше. Сюда сейчас еще сделаю заплатку, чтобы мне потом ничего не мешалось. Вырезал из этого же материала, который был на стуле. И сейчас зашью ее сюда. Все, заплатка готова. Для чего это сделал? Чтобы ткань обратно натянулась, была более упругой. И сейчас осталось помыть, и уже после чего можно будет натягивать, получается, саму ткань и поролон. Вот у меня первая деталь уже помыта, получается. И сейчас буду обшивать поролоном. Я вырезал 2 слоя.
Вот, и сейчас обошью, покажу потом, как будет выглядеть. Вот спинку я уже обшил двойным поролоном. И сейчас лишнее отрезаю. Вот таким уже образом она выглядит. Потом останется ее только обшить материалом уже. Сейчас буду натягивать саму ткань и какие рекомендации. Здесь. Затем натягиваем с этой стороны. После по углам. И уже потом здесь остатки натягиваем. И тогда получится очень хорошо. Вот такая вот получилась первая деталь. Это она уже обшита. Вот. И здесь сразу, чтобы не забыть, откручиваем эти саморезы. И нужно будет масленкой туда капнуть, чтобы не скрипела эта часть. Она может и не скрипеть, но для профилактики нужно это сделать все равно. Можно даже не на масленку, а на сам, получается, шуруп. Все закручиваем. И теперь пластмасску одеваем. Первая деталь у нас готова. Ну вот, подсохла вторая наша деталь. Сейчас я вырежу поролон, 2 слоя, и буду уже ее обшивать. Вот уже и вторая деталь обшита поролоном. Так это выглядит таким образом. Мне очень нравится, очень круто получается. Я думаю, на нем будет очень мягко сидеть. Ну и теперь осталось только обшить уже тканью. И затем сборка. Вторая деталь готова, получается. Обшил я ее. И сейчас уже буду собирать. Здесь еще капнем масленкой, чтобы не скрипело. И здесь тоже 4 самореза, которые будем закручивать, и их капаем масленкой. Теперь можно затягивать уже. Еще советую вот эту вот деталь смазать внутри, потому что как раз таки зачастую она и скрипит. Масленка прям капаете туда. Ну, достаточно.
Я это туда пытался закрутить. И последняя деталь нашего автомобиля. Все. Друзья, вот такое кресло у меня получилось. Если данное видео вам помогло, либо понравилось, ставьте лайки, не забывайте, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всего доброго, до свидания.